Олег вчера предложил авантюру. Говорит, есть тачка в отличном состоянии, правда, что-то с двигателем, но хозяин дает еще и двигатель к ней. Говорит, давай купим. Нужно перебрать и почистить этот двигатель, поставить его в Toyota Glanzo и сделать так, чтобы она работала и ездила бодро и живо. Турбо-табуретка до сих пор здесь. Мы уже выбрали победителя. Победитель, пожалуйста. Ты написал вот такой вот текст. Пожалуйста, выйди на связь, и машина тебя ждет. Тебе нужно будет приехать, взять вот тот двигатель, довести его до ума или что-нибудь сделать, поставить его в эту машину, завести и чтобы сделать так, чтобы она ездила. У тебя на это будет 5 дней. Ну что ж, привет! Я в Гуанчжоу. Это железнодорожный вокзал, называется Южный. Это самый большой, самый новый вокзал в городе. Сейчас почти 8 часов утра, а в 10 часов в Гонконг прилетает подписчик, который будет ремонтировать машину Олега. 2 часа для того, чтобы добраться из города Гуанчжоу до Гонконга на поезде, перейти 2 границы. Успею я или нет? Успею, конечно, успею. Здесь инфраструктура развита супер классно, супер хорошо, поэтому погнали! Поезд за моей спиной считается не самым скоростным в Китае, и он едет всего лишь 300 км в час, до 300 км в час. До Гонконга с 2 остановками он доедет за 45, может быть 48 минут. Как тебе такое? Пойдем. Всем привет, меня зовут Вася, мне без 3 дней 21 год. Родился и живу в Украине, город-герой Киев. Здесь же учусь сейчас в транспортном университете, до этого учился в транспортном колледже. Собственно, в колледже я начал увлекаться автомобилями. У друга моего отца через дорогу от колледжа был СТО, на нем я и начал работать. Последние 2 курса колледжа я отработал на этом СТО, там и научился крутить машины. Там мы делали коробки, ходовую, в основном занимались моторами. Я с детства увлекаюсь мотоциклами, сейчас у меня тоже есть спортбайк, в прошлом сезоне ездил на нем в Европу. Все мотоциклы также ремонтировал сам, обслуживал на кроссовых мотоциклах и эндуро мотоциклах, сам капиталил моторы. Самый интересный мотор, который я делал, это был W12 от Bentley. На канал Urban подписался приблизительно полгода назад. Пересмотрел все видео, все очень понравилось. В конце крайнего видео Степан сказал, что кто максимально подробно распишет комментарий, как бы он откапиталил мотор, поедет в Гонконг его ремонтировать. Я с этой процедурой сталкивался не один десяток раз. И тут я решил попробовать себя, чем черт не шутит. Написал здесь мой комментарий, отправил. Потом долгие 2 недели ожидания, и Степа мне пишет в личку. Говорит, когда готов вылетать в Гонконг. Я написал, что на следующий день уже готов вылететь. Мои машины Альфард в продаже, Аккорд меняет цвет. Мы приехали на вокзал, Олег проспал, поэтому он едет напрямую в аэропорт, а мы с вокзала на метро добираемся до ближайшего метро к аэропорту, где Олег либо подбирает нас, либо подбирает подписчика, потом нас, ну и в общем как-то находимся так. Все сложно, но погнали. А вот и подъехал наш Олег. Олег! Погнали! Так как прямых рейсов с Киева в Гонконг нету, пришлось ехать через Москву. Со Степой договорились, что билеты на самолет покупает Omnia. Также со Степой сразу договорились, что еду, проживание и времяпрепровождение в Гонконге также оплачивает он.
Около 9 утра мы прилетели в Гонконг и пошли на паспортный контроль. Самолет уже приземлился 40 минут назад, мы успели, все нормально. И сейчас выйдет подписчик, который прилетел к нам чинить мотор Toyota. Я предъявил свой паспорт, его даже не открывали, написали записку об ограничении, и сотрудник аэропорта провел меня в отдельный зал, где сидели такие же люди, как я. Около 40 минут я просидел в том помещении, потом меня перевели в следующее. Там спросили, сколько у меня денег с собой, зачем и к кому я прилетел сюда. Указав всю информацию, которую мне дал Степа, меня еще держали несколько часов. К сожалению, возможности связаться, набрать или написать Степе у меня не было, поскольку в той комнате был отключен Wi-Fi. Также телефоны позже у нас забрали. Потом меня перевели в следующую комнату, у меня было несколько минут написать Степе. Я ему сразу же быстро и кратко расписал ситуацию, что, скорее всего, меня депортируют обратно. На паспортном контроле пограничник заполнил бланк restricted и отвел меня в комнату. Взяли документы, сижу, жду. Что происходит? Почему не пускают моего подписчика? Вася, мы здесь! 21st July 1982. I own 2 companies and I'm YouTuber. He will stay in my house. I've sent him the address and he wrote the address. I live in Lantau Island in Hampton Village, which is nearby to Puyo. He is my guest. He won the challenge in YouTube. I will do everything to make his trip amazing and nice. Thank you. Победитель попал на рандом-тест, какую-то проверку. Мне задали миллион вопросов по поводу, что он делает, почему он прилетел в Гонконг. Я говорю, ребята, он выиграл эту поездку и... Да, здравствуйте. Он выиграл эту поездку и он мой гость. В общем, надеюсь, что все будет хорошо, его пропустят в Гонконг, и он сможет насладиться этим городом. Потом еще около 2 часов я просидел в следующем помещении, и меня перевели в 3-ю комнату, где забрали все мои вещи, забрали телефон, и не было возможности ни с кем связаться, списаться. Так я просидел порядка 5 часов. Потом мне уже сказали, что меня депортируют обратно в Москву, дали мне документы, которые нужно было подписать. Также нужно было купить обратный билет в Москву на следующий день. У нас 1:30, самолет приземлился 3,5 часа назад. Победителя моего конкурса, моего подписчика так и не выпустили. Печальная ситуация, не знаю, почему так случилось. Парню 20 лет, украинский паспорт. Что-то местным властям не понравилось, поэтому так. В тот же день, но после обеда, мне нужно было лететь по работе в Шанхай. Так как время уже поджимало, а Вася на связь не выходил, я пошел оформляться на рейс. И мне звонит мой знакомый из Аэрофлота и говорит, пришло сообщение о депортации молодого человека, он остается в нейтральной зоне и завтра летит тем же рейсом Аэрофлота обратно в Москву. Короче, ребят, прорвался я везде, успешно отменил свой полет, отменил свой рейс, вернул билет. Вот стою, разговариваю с офицерами, они мне говорят, что без объяснения причин подписчик, мой друг Василий, не будет пущен в Гонконг, завтра к нему доступ ограничен. Это все равно, что он сидит в тюрьме, ему нельзя вообще с ним даже увидеться, ничего передать ему. И это дикая жесть, я не знаю, что по этому поводу сказать. Я прошлым утром прилетел в Гонконг. Я не прошел паспортный контроль, меня сразу же депортировали, отправили в депортационный отдел, написали бумажку, и сутки я прождал, забрали телефон, все забрали, и сейчас меня депортируют сутки спустя обратно. Лечу обратно в Москву, потратил больше $1000, и более 6 дней дороги займет туда-обратно.
Меня выпустили под залог, продержав до ночи в обезьяннике гонконгского аэропорта. Дали вот такую... Хорошо, что у меня в Гонконге есть хорошие друзья, которые рассказали, что делать, чего не делать. И жаль, что Гонконг становится неправовым государством. В моем мозгу не складывался пазл. Молодой парень, креативный, умный, технически грамотный, прилетел по моему приглашению. Я прошел верификацию с офицером иммиграционной службы, и его депортировали. Почему? Что? Как? Мой украинский паспорт, мой подписчик и друг из Украины вызвали большой интерес у миграционной службы Гонконга. Моим делом занялся глава иммиграционной службы аэропорта Гонконг. Он подошел, попытался на меня наехать беспричинно. Я ему ответил по-китайски, что угодно сделаю, главное, чтобы это не вредило моему здоровью и не мешало другим людям. Он встал в 30 метрах от меня, к нему начали подходить сотрудники миграционной службы в штатском, в гражданском. Они что-то бурно обсуждали. И в результате этих обсуждений ко мне подошли 3 человека в штатском, представились и предложили пройти с ними для выяснения обстоятельств. И вот сижу я в комнате для допросов и понимаю, что за сутки Вася превратился из позитивного, умного парня, который победил в конкурсе на Ютубе, в преступника. Мне не дали купить билет эмиратскими авиалиниями через Дубай в Киев, объяснив, что компания Emirates, как и все другие авиакомпании, плохо относится к пассажирам, которые являются преступниками. А Вася стал преступником. Без суда, без следствия, без доказательства, а по решению какого-то офицера. Я, добропорядочный гражданин, тоже стал преступником. На меня было открыто 2 уголовных дела. Я не могу сейчас о них рассказать, потому что дела только открыты, и мне еще предстоит доказать свою невиновность в суде. Мне повезло, что у меня есть хорошие друзья в Гонконге, которые дали действительно дельные и полезные советы. Надеюсь, что мое дело не пройдет проверку в прокуратуре, и его просто не пустят в оборот. Спасибо Саша, Катя, Рима, Андрей, Илья, Олег, Дима. Thank you, Нгойсай, сессия, за то, что вы помогли мне в трудный момент. Я прочувствовал на себе, что такое бюрократическая машина Гонконга. Глава миграционной службы аэропорта Гонконга отдал приказ заколбасить меня. Он не стал разбираться, в чем причина моего недовольства, а просто использовал свою власть. Моими показаниями занимался младший офицер, а не прожженный, хороший и злой полицейский. Поэтому я все-таки думаю, что мое дело не дойдет до суда. Одна из главных причин, почему я переехал в Гонконг и прожил здесь 10 лет, это верховенство права. Ситуация, в которую я попал, и исход этой ситуации говорят о том, что в Гонконге что-то сильно поменялось. Я решил переехать в Китай. Это отразится на моей жизни, на жизни моей семьи и на контенте, который выходит на канале Urban.